Привет, меня зовут Стас Быков, вместе продолжаем разбираться в рынке инвестиций. В предыдущем видео я купил акции Сбербанка, сегодня посмотрим, что с ними произошло. Также очень частый вопрос, можно ли вкладывать 1000 рублей в месяц или в неделю и на этом зарабатывать. Давайте обо всем сегодня поговорим. Погнали. В предыдущем видео мы с вами купили один лот, в него входит 10 акций Сбербанка. И на данный момент мы видим, что на 326 рублей я в плюсе. Тут нужно учитывать ваши затраты, то есть слева обратите внимание, то есть я купил 10 акций за 3377 рублей. Плюс комиссия брокера, да, зато итого получилось 3387 рублей я потратил. И сейчас у меня, конечно же, ситуация в плюсе. То есть у меня сейчас на счете 3725 рублей. Что я сделал? Я просто проанализировал акцию Сбербанка вот в этот момент. Давайте я сделаю за неделю. Да, вот как раз неделю назад покупали, можно сказать. Вот 1 октября была покупка как раз акций. И сейчас она подросла на данный момент на 9%. То есть 30 рублей с одной акции я получаю. Да. В этот момент вот я мог купить не один лот, где 10 акций, да, а 10 лотов я мог купить. Тогда сейчас у меня прибыль была бы не 324, а 3241 рубль. Вы скажете, но как узнать, что акция действительно вырастет? Вот здесь-то как раз кроется самое главное. То есть 100% нельзя сказать, что акции Сбербанка через час они вырастут. Можно лишь анализировать какие-то данные и делать прогнозы. Да, после того, как это происходит, мы уже видим, оправдались наши прогнозы или нет. Вот что почему мне захотелось вложиться? Потому что я снова решил возобновить деятельность в инвестициях. Я решил изучать эту тему, потому что вы сами понимаете, что дальше это все будет больше и больше развиваться. И в конце концов, нужно все-таки стать экспертом в покупке акций и других также ценных бумаг, да, фонды рассматривать. Все это мы будем с вами учить на этом канале, потому что я вместе с вами сейчас обучаюсь, что-то новое узнаю и рассказываю вам. Именно поэтому вы можете за мной повторять, но я никого не призываю и сразу же всегда говорю в любом видео, что любые инвестиции это риски. Вот если бы я сейчас вложил, да, вот 3337 рублей, а акции Сбербанка бы упали в 10 раз, то я бы потерял. То есть у меня вот акции те же самые бы остались, их количество, да, но стоимость этих акций, она бы просела. И я бы тогда ушел в минус. И здесь нужно тогда следовать другому правилу, которое я тоже вывел на собственном опыте. Нужно не смотреть каждый день вот на эти графики, потому что, обратите внимание, вот я за день сделал, смотрите, как за день он поменялся, да. Если бы я каждый день, каждый час, каждую минуту сюда смотрел, но у меня бы уже посидели волосы на самом деле, потому что я бы думал, что я теряю деньги. Но на самом-то деле самая грамотная стратегия, особенно для новичков, это игра в долгую. То есть я вот эти акции купил, и сейчас через год, через 2 я посмотрю, что с ними произойдет. Если мы откроем более большой интервал, да, вот, 2011 год, мы видим, что акция стоила 79 рублей. Сейчас же она 370 рублей. И тут вы должны сами уже принимать решение, хотите или нет инвестировать. И есть, конечно, успешные примеры, есть неуспешные, но всегда принимайте решение только вы. Вы сами отвечаете за свои действия, это я вам точно могу сказать, да, в инвестициях. И вкладывайте только те деньги, которые вам не нужны на данный момент, да, потому что я знаю очень много примеров, там начинают, не продукты покупать, не семью прокормить, не новую одежду там ребенку или жене, да, какой-то подарок, а вкладывают, продают машины, квартиры и все в акции, в биткоины, про криптовалюты мы вообще с вами отдельно потом поговорим. Это неправильно. И самая лучшая ситуация, когда вы выделяете 1000 рублей в неделю и инвестируете в ту или иную акцию, то есть покупаете акции той или иной компании. Можете 2000 в неделю, тут все зависит, конечно, от вашей зарплаты, да, но чтобы это не было вам в тягость. То есть, понимаете, если мы с вами купим акцию Сбербанка, вот я купил уже, да, десяток, сейчас еще, думаю, буду покупать, но мне кажется, сейчас будет коррекция. То есть, смотрите, тут надо чувствовать рынок и смотреть на новости, которые происходят внутри компании, внешние какие-то факторы, да, и мы видим, что, да, акция подросла.
Но по опыту мы видим, что скорее всего будет коррекция, потому что вот у нас была волна, вот волна, да, здесь, и здесь все равно будет падение. Чуть-чуть она просядет, можно покупать. Но у каждого свои стратегии, у каждого своя интуиция. Если у вас есть опыт, вы также можете им поделиться в комментариях. Я рассказываю лишь свой опыт, свои ощущения, да. Что получается? 1000 рублей, та 1000, которую вам не страшно потерять. То есть, упали акции, ушли вы в минус. Вложили 3400, а акции упали там до 2500, да, там у вас там 900 рублей в минусе. Но это не должно сильно бить по вашему карману, потому что когда вы вкладывались, когда вы инвестировали, вы заранее понимали, что эти деньги вы можете потерять. Любые инвестиции – это риски. Любые ситуации, которые связаны с большими деньгами – это риски. Не хотите рисковать? Продолжайте ходить на работу, работать, да, то есть заниматься фрилансом, заниматься какой-то деятельностью, за которую вы точно уверены, что заплатят. Я тоже только всеми руками за это. Но если вы хотите расширять свои знания, познавать какие-то новые рынки, новые сферы, то можно попробовать себя в инвестициях и начать там, с 500 рублей, с 1000 рублей в месяц даже можно. Вот я положил здесь, получается, приобрел акции на 3000 рублей, да, 3500, 3700, сейчас они поднялись. И я смотрю, то есть я анализирую и как ведет себя рынок, какие ситуации могут повлиять внешне и внутренне на то, что стоимость акции компании Сбербанк, они сейчас поднимаются. Почему они могут упасть? Да, и, конечно, у каждого инвестора есть свои стратегии, но вот я говорю свой опыт, и моя сейчас стратегия – это работать в долгую, то есть вкладываться в компании из списка голубых фишек, то есть мы об этом поговорили в предыдущем видео, вот есть голубые фишки российского рынка на январь 2021 года, можете свежее найти, да, статистику. И здесь мы с вами видим вот Сбербанк, Газпром, Роснефть, дальше Новотек, Лукойл, Полюс, Яндекс. То есть это те компании, которые есть большая капитализация. Это значит, что они менее всего подвержены риску. То есть они будут стабильно держаться на рынке, чтобы не происходило. Ну, конечно, мы понимаем, что 100% гарантии нет ни у одной компании. Недавно тут проблемы были у Фейсбука. Не были доступны сервисы там 3 или 4 часа, и то акции упали. Поэтому здесь нужно постоянно мониторить ситуацию, держать руку на пульсе. И давайте сейчас посмотрим, чтобы можно было вообще приобрести. У меня здесь, я пользуюсь брокером Тинькофф Инвестиции. Если вам тоже это интересно, вы можете перейти по ссылочке в описании под этим видео. Там есть акция «Месяц торговли без комиссии». То есть вы сможете торговать, и вот эту комиссию, которую я вам только что здесь показал, которую я заплатил брокеру за покупку акций, вы ее не будете платить, да. Плюс также есть акции, вот я использовал ее, не уйти в минус. То есть первый месяц вы покупаете любое количество акций. Если через месяц цена этой акции просела, вот как здесь вот я Яндекс купил, а она просела на 4 рубля 80 копеек. Тинькофф мне это компенсировал. Вот давайте я годовой график посмотрю. Видите, я здесь откупил, здесь тоже купил. То есть самое главное держать эти акции, да. Ну и потом, если вы ушли в минус, то, конечно, Тинькофф вам это компенсирует. Такая акция была, когда я заходил зимой, вот в начале этого года. Возможно, сейчас тоже есть, просто перейдите, зарегистрируйтесь. Пополняю я тоже очень просто. У меня есть дебетовая карта Тинькофф Black. Я прямо со счета, когда покупаю акции, прямо с карточки у меня происходит покупка. Ну и плюс покупка акций именно вот стабильных компаний, также они хорошо платят дивиденды. То есть вы держите акции, и с каждой акции вы получаете процент, выплату за то, что вы держатель акций. То есть мы зарабатываем с вами на разнице, купили и держим, а потом можем продать, и вот эту разницу, это наша прибыль, да, с вами. И также на то, что компания платит нам дивиденды за то, что мы держатели их акций. Тоже имейте это в виду, да. Вот пока с вами разговариваю, видите, цена меняется. Сейчас 325 рублей, я в плюсе. То есть на брокерском счету у меня. Итак, давайте посмотрим. Здесь есть у меня избранная. И также я открою вот голубые фишки, тоже посмотрим. Несколько компаний, какие-нибудь интересные. Я вот М-видео рассматривал, но, видите, я даже ее покупал. И как, вот ситуация, да, что рынок нестабилен. Вот, то есть я купил акцию,
прямо на пике 820 рублей в феврале было 2021 года, да, а сейчас мы видим, что цена упала. И вот здесь я купил и продал сразу же, да, даже успел продать. И сейчас акция, она в цене упала, но я не могу сказать, что будет через год. Возможно, она будет стоить не 700 или 800 рублей, а 1000 рублей. Конечно, здесь есть прогнозы, то есть мы с вами заходим, вот прогнозы, и мы видим покупать. Тут прогнозы аналитиков топовых, да, мы видим покупать, 800 рублей будет стоить, 900 рублей, покупать. Если мы с вами работаем в долгую, то, по идее, можно к этому прислушаться, и мы видим, что 820 рублей будет, так как сейчас только 600. То есть, в любом случае, стоимость акции может подняться. Также мы здесь можем открыть с вами график свечек и видеть, что происходит сейчас в данный момент на рынке. Вот. Красные столбики – это продажи акций. Видите, кто-то разочаровался, думает, все, акция не поднимется, а кто-то, наоборот, покупает. Покупает тот, кто понимает систему, как нужно работать на рынке инвестиций. Падает, надо покупать. Мы также видим ситуацию в стакане, кто продает, да, количество акций, и кто покупает. То есть можно основываться на прогнозах аналитиков. Да. NVIDIA, в принципе, интересная бумага в долгосрок, опять же, повторюсь. Дальше, Роснефть 633. Опять же, мы смотрим график. Сейчас есть подъем такой активный по прогнозам. Мы видим покупать, да, 700 рублей будет. Дальше Mail.ru. Вот Mail.ru почему-то меня разочаровали. Давайте посмотрим. Вот. Годовой график за все время. Мы видим, что акции подросли, да, но опять есть падение. А здесь я пока никаких советов давать не могу. Посмотрим, понаблюдаем за этой акцией, вообще за этой компанией, как она будет развиваться. Итак, Озон. Вот Озон я покупал акции. Вот здесь мы видим как раз в январе 2021 года. Если купил, продал. Да, была небольшая прибыль, но опять мы видим, что тенденция все-таки идет к падению стоимости акций. Возможно, это временно. Видите, я даже здесь напоминание себе поставил. То есть, когда акция будет стоить 3400, мне придет оповещение на телефон, и я сразу же смогу ее купить. Потому что, ну, я думаю, если до 3400 опустится, в любом случае потом будет подъем. Сейчас уже там у нас 3570, да. Это по ощущениям, это с пониманием вообще рынка, да, то есть понятно, что я не трейдер, который каждую минуту там смотрит стоимость акций и говорит покупай, продавай, нет, это другая стратегия, это другой мир, и возможно когда-нибудь мы к нему придем, но сейчас мы действуем по другой стратегии. Вот Яндекс, давайте посмотрим, как раз который просел, вот здесь его покупал, и смотрите, если бы я его не продал, я бы сейчас был в плюсе на 15%. То есть, понимаете, в чем фишка-то? То есть, надо просто вкладывать те сбережения, которые вам не критичны, которые вам, ну, в данный момент прямо для жизни не нужны, и нужно вкладываться в стабильные компании. И через год вы получите свои прибыли, вы получите дивиденды от держания этих акций, да? Вот пример с Тиньковым. Я здесь его покупал, продавал, больше чем на 100 тысяч я его покупал, потом продал, там был в каком-то плюсе, насколько я помню. Но я покупал и продавал за 4300, а сейчас цена 7. То есть сколько бы? Я 100%, смотрите, я мог 100% увеличить. То есть вложил 100 тысяч, и сейчас у меня было бы уже 200 тысяч. То есть те же самые акции, я потратил 100 тысяч и вложил 200. А если бы я постепенно бы вкладывался, где-то усреднялся, да, где-то добавлял, наоборот, акции и выигрывал, то сейчас у меня в плюсе было бы все это. Также мы здесь можем и читать пульс других инвесторов, кто что говорит. Но я не рекомендую вам часто сюда заходить вообще в пульс, да, потому что, ну, это паникеры. Те инвесторы, которые реальные деньги делают, они не смотрят пульс, они там ничего не пишут, они реально просто работают, покупают, продают, да. Вот поэтому тут сильно не отвлекайтесь. Магнит смотрю, Магнит хорошо, смотрите, расти начал, хотя в феврале 4900
И такое ощущение, что он опять пошел на 11. Здесь, конечно, вот эта цена его, мне кажется, не совсем оправдана. В то время была в 2015 году, да, то есть понятно, что соотносить нужно стоимость компании и стоимость акций, да. Почему у Тинькова акция сейчас стоит, ну вот мы смотрели с вами 7 тысяч, да, а Магнита была 12 тысяч. То есть, если мы с вами соотнесем эти компании друг с другом, то по аналогии Тинькофф тоже должен быть когда-нибудь доберется до 10, до 15 тысяч рублей за акцию. Возможно, это будет, почему нет? Компания Amazon, мы же с вами видели, ну вот Sony $1000 стоит, да, дальше Apple $143 за акцию. Я также, кстати, покупал их и зря продал, видите, тоже паникер был в то время, вот я ее купил за 129, сейчас бы приумножился на 9, да, на 9, на 10% я бы увеличился, а если вот здесь продал, то на 17%. Но, опять же, это не наша вся стратегия, все-таки мы вкладываемся с вами. Есть стоимость акций, вот $300, да, 700, MicroStrategy, Tesla, $800 акция стоит. То есть, вы понимаете, есть куда расти. И вот тут ситуация, как и с биткоином, вот с Tesla, если мы сейчас обсудим. Ну вот мы, получается, можно было купить в 2019 году за $47, да, а сейчас стоит $800. То есть, понимаете, тут купил, тут продал, вот там 1000% прибыли. То есть, покупать, как вы сейчас увидели, можно акции на любую цену. Самое главное, чтобы это была стабильная компания и работаем в долгосрок. Поэтому только так и смотрите. Ну вот, если из списка мы что-нибудь с вами возьмем, тут, конечно, есть подсказки брокера, что покупать, падение дня, там, взлеты дня, да, то есть это все смотреть. Но мы с вами смотрим на компании, которые с большой капитализацией. Давайте вот Лукойл посмотрим. Ну, сейчас нефть. Ситуация такая, да, вот. В принципе, рост есть, но акция стоит 7 тысяч рублей. Давайте посмотрим акцию МТС. Вот она, 328. И за все время. Ну, в принципе, здесь не так вот прям активно. Видите, мы за 8 лет, ну, на 10%. То есть, есть компании, где гораздо больше можно выиграть. Просто 8 лет не совсем удачное вложение, мне кажется, да, то есть, давайте посмотрим, X5 ритейл, 2420, да, опять же, есть падение, но есть и перспективы роста, мы можем посмотреть прогнозы, покупать. Ну, это премиум сказал, да, но один всего лишь, я бы, конечно, еще понаблюдал за этой акцией. А так, мне вот, в принципе, интересно для покупки, опять же, акции, те, которые я уже покупал, да, и те компании, которые выросли с того момента. Я бы сейчас, может, Тинькофф бы купил. Но, опять же, цена 7 тысяч. То есть, у меня ощущение, что она спустится до 6 тысяч. То есть, смотрите, я могу себе сделать звоночек на 6100. Вот, когда падение будет на 14%, все, мне сразу придет оповещение, я ее, скорее всего, возьму, потому что, но ниже она точно уже не упадет, потому что у компании есть основа, у нее есть капитализация, мы здесь все можем с вами смотреть. Компания выплачивает дивиденды 24 долларов, 24 марта выплатила. Есть новости компании, которые можно смотреть здесь. Есть события, которые происходят. Ну вот это я как раз то, что делал. Вот я покупка, продажа, да, там немного заработал, но это не та прибыль, которая была бы, если бы я вкладывался в долгую, так скажем. Сейчас давайте посмотрим какую-нибудь акцию за небольшие деньги. Вот NVIDIA, ну, NVIDIA есть, конечно, перспективы 800, 900, 800. Давайте все-таки с вами сейчас купим NVIDIA, да, ну, потому что, действительно, если мы будем вкладываться с вами в долгую, я думаю, все-таки какие-то перспективы у этой компании есть, хотя в капитализации ее здесь нет, и я здесь, у меня опыт был, что я покупал ее за 800 рублей, да, и лучше бы я сейчас вот здесь купил за 549, сейчас 596, но через год стоимость может вырасти, то есть, понимаете, она возможно вырастет, по моим ощущениям. И что мы делаем? Мы с вами, сейчас тут сразу покажу, как это происходит. Так, давайте, мне надо войти.
И давайте с вами купим NVIDIA, да, кто бы что ни говорил, по ощущениям должна расти, то есть нажимаем купить, лучшая цена, дальше один лот, одна акция, дальше покупка с брокерского счета или с Тинькофф Black, да, то есть это моя карта, которую вы также можете заказать по ссылке в описании и получить кучу бонусов, да. Итак, смотрим, покупаем одну, ну то есть один лот, одну акцию, можем купить 2, можем купить 3. То есть, смотрите, если я покупаю одну акцию, то получается 600 рублей, да, там комиссия рубль 80, да. Если 2, то 1200. Давайте с вами купим 3 акции, даже, наверное, 5 акций купим на 3000 рублей. Будем покупать с вами 3000 в неделю. Вот я как видео буду записывать, будем смотреть, наблюдать, да. 5 акций, нажимаю купить. Все, куплено на 2982. Как не потерять, когда цена падает, и там не нужно, потому что мы работаем с вами в долгую. Здесь есть история операций. Также мы с вами сейчас здесь обновиться, и мы будем в плюс или в минус уйдем. Вот. Пока мы в нуле. Видите, пока акции не обновились, комиссия брокера 8,95. Это получается за все акции, за 5 штук, да. И, в принципе, вот такая ситуация. То есть за все время я в плюсе. За сегодня на 18 рублей, за все время на 329. Сейчас здесь у меня тоже обновится, и мы видим, акция падает или поднимается. То есть на текущий момент у меня на брокерском счету 6720 рублей. Да, то есть я не все здесь вложил, 329 рублей, и я, получается, заработал на том, что цена акции выросла. Ну, Сбербанк у меня на 3706, NVIDIA на 2982. То есть, в принципе, вот здесь я в моменте купил. Ну, смотрите, можно вечером покупать, да, как бы цена была бы на 2%, на 2, да, на 2% была бы ниже, но это не так существенно, если мы смотрим с вами в долгую, да, ну, вообще в идеале надо было покупать 4 числа, да, то есть, ну, сейчас время уже прошло, не факт, что опять будет такое падение, будем с вами вместе наблюдать, поэтому, чтобы не пропускать, подписывайтесь на канал и будем смотреть, мониторить ситуацию, будем смотреть, что со Сбербанком, что с NVIDIA, какие акции дальше покупать, чтобы выходить, естественно, в плюс, чтобы ваш портфель был весь зеленым. Это, конечно, очень сложно добиться, но если черпать информацию из проверенных источников, если самому в этом разбираться, доверять своим ощущениям на основе, потому что всегда интуиция строится на основе какой-то информации, да, то есть мы изучаем много-много источников, а потом уже вам говорит ваше тело, ваш разум, что покупай, сейчас действительно то время, когда нужно покупать. И в этом случае мы просто с вами покупаем. Но я вот как действую, да, то есть я очень много изучаю информации и уже потом принимаю решение, да, иногда работает интуиция, как вот, например, со Сбербанком. Иногда она подводит, когда я продаю акции Тинькова, а они вырастают в 2 раза. Да, такое тоже бывает. Это рынок инвестиций, это подъемы, это взлеты. Поэтому, чтобы быть к этому готовыми, я как раз и вам хочу передать эту информацию. Всем новичкам, кто начинает инвестировать, кто покупает акции, облигации, фонды, будьте готовы к тому, что эти деньги можно потерять. Потому что это риск. Можно потерять, а можно приумножить. Но я очень надеюсь, что я и вы будете приумножать. Потому что мы с вами будем детально, тщательно анализировать информацию и принимать решение уже взвешенную. Да? Ну и, конечно же, инвестируем с вами в долгосрок в проверенные компании, которые действительно будут расти, которые будут приумножаться, и стоимость акций которых будет расти, да, но вот мы видим сейчас NVIDIA, я потерял 2 рубля уже с 5 акций, там, на 7 сотых падение произошло, но ничего страшного, в следующий раз посмотрим, какие еще будут изменения, поэтому не пропускайте эти ролики. Если тема инвестиций вас интересует, обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео с этого канала, а с вами сегодня был Стас Быков, до новых встреч, пока-пока.